Под колючим ветром промозглого октябрьского вечера в селе Покровское Ярославской области моросящий дождь барабанил по жестяной крыше старого храма. Во дворе, утопающем в лужах, тяжело шел лабрадор по кличке Гром. Его мокрая шерсть блестела под редкими фонарями, а взгляд был прикован к свету, льющемуся из открытых дверей церкви. Внутри пахло воском и сырым деревом. Перед алтарем, на столе, покрытом белым полотном и венками из свежих хризантем, стоял крошечный гроб с серебряными ручками. В нем лежал 9-месячный Даниил, сын Карины и Алексея Соловьевых. По крайней мере, так думали все присутствующие. Гром вошел тихо, но уверенно. Его когти цокнули по каменному полу, и он направился прямо к гробу. Он не скулил, не вилял хвостом, только уткнулся мордой в крышку, глубоко вдохнул и тихо, едва слышно, зарычал. В заднем ряду молодая няня Светлана отвела взгляд, села на самый край скамьи и старалась не встречаться глазами с родителями ребенка. Карина сидела в первом ряду, сгорбившись, с руками, обхватившими плюшевого медведя сына. Рядом, напряженный, но внешне сдержанный, сидел Алексей. Он положил ладонь на руку жены, словно удерживая ее в этом зыбком мире. «Карин, не обращай внимания», — прошептал он, заметив, как она следит за собакой. «Он просто не понимает, что происходит». Но Карина знала Грома с того дня, когда Алексей привез его щенком. За эти 9 месяцев пес не отходил от коляски, спал у детской кроватки и бросался к двери при любом шорохе. И сейчас в его поведении было что-то иное. Не горе, а тревога. «Надо вывести собаку», — строго сказал седой дед, Петр Сергеевич, глава семьи. «Здесь все-таки церковь, а он мешает». «Нет». Тихо, но твердо ответила Карина. Гром имеет право проститься. Часы тянулись. Свечи оплывали, оставляя капли воска на подсвечниках. Лица людей становились все уставшей, разговоры все тише. Но Гром не сходил с места. Каждый раз, когда кто-то подходил к гробу, он поднимал голову и глухо рычал. В какой-то момент лампочки в храме на секунду моргнули, и тень пробежала по белой крышке. Гром зарычал громче, встал и начал обнюхивать края гроба, царапая лапой. «Да что с ним такое?» — прошептала тетка Валентина, крестясь. «Это точно к беде». Карина чувствовала, как холод поднимается по позвоночнику. Воспоминания о той ночи, когда все случилось, начали возвращаться кусками. Как Гром скреб в дверь спальни, как она решила, что он просто просится на улицу, и вывела его во двор. Как утром обнаружила Даниила неподвижным. Светлана, сидевшая у входа, все чаще бросала тревожные взгляды на собаку. Иногда она доставала телефон и быстро набирала сообщение, прикрывая экран ладонью. «Папа», — Карина повернулась к Петру Сергеевичу, — «мы не уберем Грома. Я хочу понять, что он чувствует». «Доченька, ну это похороны», — начал старик, но Алексей неожиданно его перебил. «Если она так решила, мы поддержим». Слова мужа придали Карине сил. Она подошла к гробу, опустила руку на крышку и замерла. Что-то было не так. Ткань подложки казалась слишком натянутой, а вес — странный. Гром поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза. Карина поняла все без слов. «Я хочу открыть гроб», — произнесла она громко. «Ты с ума сошла?» — вскочила тетка Валентина. «Это святотатство!» «Это мой сын», — Карина посмотрела прямо на нее. «И я сделаю это». Несколько родственников попытались возразить, но Алексей уже встал рядом с женой. Они вместе откинули защелки. В тишине щелчки замков звучали как выстрелы. Карина подняла крышку, и сердце ее ухнуло в пустоту. Внутри, завернутая в одежду Даниила, лежала силиконовая кукла.
Гробовую тишину нарушил только короткий, низкий лай грома. Люди застыли, одни перекрестились, другие отшатнулись. «Где мой сын?» Голос Карины сорвался. Она посмотрела прямо на Светлану. Няня побелела, закрыла лицо руками и разрыдалась. Мне нужны были деньги. Моя сестра в больнице. Иван Андреевич, она указала на дальнего родственника в углу. Сказал, что знает пару в Москве. Они не могут иметь детей. Они заплатили. Я не причинила ему зла». С каждым ее словом Карина чувствовала, как ее мир рушится, но внутри загоралось что-то другое, холодная решимость. «Адрес», — только и сказала она. «И прямо сейчас». Светлана назвала. Окраина Москвы, поселок Сосновый. Пара — Аркадий и Марина Лебедевы. Иван Андреевич отвел взгляд. Петр Сергеевич мгновенно взял командование. Один из племянников вызвал знакомого в областном уголовном розыске. Двое мужчин вышли к машине с ружьями, на случай, если придется самим искать. «Едем», — сказал Алексей. «Я тоже». Карина прижала к себе плюшевого медведя. «Я не оставлю сына». Дорога до Москвы была долгой, полной молчания. Гром сидел в багажнике, не отрывая взгляда от Карины. Казалось, он понимал. Они едут за своим. К полуночи они уже стояли у ворот двухэтажного дома с высокой оградой. На подъездной дорожке черный внедорожник. В окнах горел свет. Полицейские пошли первыми. Дверь открыла высокая женщина лет 40, бледная, с застывшей улыбкой. «Что происходит?» Ее голос дрогнул, когда она увидела людей в форме. «У нас ордер на обыск», — коротко сказал капитан. «Поступила информация о похищении ребенка». Карина услышала тихий плач. Она бросилась в дом, не слушая возгласы. В небольшой комнате, полной дорогих игрушек, на резной кроватке лежал ее сын. «Даня!» — прокричала Карина и взяла его на руки. Мальчик, всхлипывая, прижался к маме. Алексей обнял их обоих, и его плечи задрожали. Гром ворвался следом, обнюхал ребенка, тихо гавкнул и сел рядом, будто ставя точку в этой истории. Вернувшись в Покровское, семья еще долго не отпускала сына ни на шаг. Светлану судили, но Карина попросила смягчить приговор за сотрудничество и искреннее раскаяние. Иван Андреевич получил куда более суровое наказание. Лебедевы — срок за похищение. Гром с того дня каждую ночь спал у детской кроватки. И Карина знала, если он когда-нибудь снова начнет так смотреть, нужно слушать. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.